Джесси Террор. История жизни под пытками и незаконными опытами. Виктор Вольный из Минска. Коррумпированная система. На операциях вставляют человеку чипы. Новейшие разработки, с помощью которых потом проводят военно-медицинские опыты на людях. Все это покрывается государством и выделяется колоссальное количество средств. Все происходит втайне от всех, так как это незаконно. Им также очень важно дискредитировать жертву и выставить ее сумасшедшей, чтобы потом продолжить безнаказанно издеваться и проводить дальнейшие опыты. С помощью этой вживленной электроники они думают управлять человеком, сделать из нас еще больших рабов. Все это уже длительное время происходит и со мной. После моей операции все перешло в открытый режим. Наряду с отравлениями, преследованием, существуют постоянные пытки жертвы похлеще, чем были в концлагерях. Все это делается тайно новейшим оружием, звуковым, электромагнитным, лазерным. Очень часто и больно меня обрабатывают как раз таки ультраинфразвуком. Дело в том, что он за порогом слышимости, и так можно бесконечно пытать жертву. Мне создают ужасные боли в различных частях тела, просто направляя луч от соседей сверху и снизу. Долбят в основном по голове, гениталиям, спине. Гоняются за мной по квартире и вне дома, чтобы везде устроить ад и постоянное истязание, довести до срыва, а потом иметь, таким образом, компромат и далее отправят в психбольницу или тюрьму. Хочу еще сказать насчет соседей. Все стуки от них — это удар по клапану-нагнетателю специального баллона с газом, который закачивают в полости и щели между стенами специально проведенным трубками, для чего постоянно высверливают новые отверстия. Бесконечный ремонт и стуки. В вентиляции они установили компрессор, с помощью которого создается обратная тяга и спокойно доставляются компоненты бинарного комплекса летучих ядов. На окно же сосед сверху и поезжающие машины, люди с рюкзачками и телефонами, на самом деле приборами для опрыскивания отравой, постоянно капают химией, которая потом разносится по всей квартире, а также для этого существуют специальные ветродуйные установки, искусственный ветер для лучшего ее задувания. Все симптомы отравления схожи с простудой, поэтому у меня проблемы с носом и часто болею, отхаркиваю куски слизи. Все это от летучих газов, ядов. Довольно часто они используют и какие-то наркотики, после которых явно меняется сознание. Мне часто такое распыляют в общественных местах и магазинах, чтобы выставить неадекватным. После многих газов происходит кратковременная потеря памяти. Забываешь, что хотел купить. Хочу еще рассказать насчет начавшего капитального ремонта и бесконечных строительных работ поблизости. Таким образом, прикрываются звуки от более нового оружия, ультраинфразвукового. Подаются сигналы для активации чипов. Все это время они маскировали работу своих пушек и техники этими грохочущими машинами, тракторами, отбойными молотками, перфораторами. В это же время поток инфразвука и вибрация шли прямо ко мне в комнату, принося с собой вполне реальные увечья. Особенно сильно это влияло на уши, но также долбили просто по голове, спине и другим частям тела, от которых сотрясались и внутренние органы, нарушалась вся работа организма. Сейчас же у соседей стоят звуковые пушки и пистолеты поменьше, которые они постоянно за мной перетаскивают, доставая как психологически, так и физически, сбивая нормальную работу сердца, вызывая дрожание и вполне реальную боль, сотрясение при долгом нахождении и наведении на голову. Они настолько больные садисты, что больше всего любят долбить звуковым лучом по гениталиям и животу во время того, как хочешь справить нужду, вызывая запоры и поносы, делая условия для жизни невозможными. Хочу еще рассказать, что все началось в полной мере с квартиры Адама, мой родственник, у которого пришлось пожить после его кончины. Ее сильно продувало отовсюду. Вентиляция, старая деревянная дверь, для чего специально было выбито стекло у входной двери в подъезде, окна, как потом выяснилось, для лучшей подачи отравляющих веществ. Уже тогда стали включать запись капающей воды, которую было слышно везде и не мог толком понять, в чем дело. Пытались свести с ума уже тогда, ставили свои эксперименты. Самое интересное началось с того, что мне навязали христианство и их молитвы различными сценками. Соседи молились за стеной, во дворе какие-то сектанты постоянно вели религиозные разговоры, а также меня якобы случайно встретили пятидесятники и пригласили на их собрание. Кроме того, я активно практиковал йогу и различные практики, медитацию. Далее же мне стали сниться сны об изгнании бесов, о том, что необходимо молиться, на что, как понимаю,
Повлияли постоянные молитвы за стеной. Когда же я начал пробовать, то сначала просто появлялся нереальный жар и пот лился рекой. Что примечательно, до этого к соседке сбоку приходил какой-то человек и удалось услышать нечто насчет установки у нее какого-то прибора и дальнейшей инструкции о том, что там все автоматизировано, остается просто разместить его у себя. Позже я узнал, что подобные приборы устанавливают у себя садисты и ими запекают жертв. От них повышается температура тела, появляются вполне реальные ожоги при большой мощности. Электромагнитное оружие, СВЧ. После постоянно приходил электрик, отключал свет и говорил, мол, какие-то аварии. Сам в это время сверлил и устанавливал некую коробочку именно под моей дверью. Как выяснилось потом, они подключаются к электросети, чтобы потом все бытовые приборы и проводка издавали нужные импульсы, передавали нужные частоты и через чипы они декодировались в речь. С тобой по этой технологии могут говорить бытовые приборы, но другой человек услышит лишь непонятные и громкие звуки работающей техники. Так происходит кодирование и зомбирование человека. Наряду с зомбированием звуком, крупные бытовые приборы и проводка могут передавать радиосигналы для активации чипов, которые после этого начинают вибрировать и приносить адскую боль, блокировать определенные органы и сосуды. Тогда еще не знал, но у меня были установлены чипы в ушах и горле, которые связаны как-то с челюстью и позвоночником. Они позволяли под облучением открывать рот и выгибать тело, как будто из тебя выходит некий злой дух. Что потом со мной происходило при молитвах? Это сначала было нечто непроизвольной зевоты, которая возникала при молитвах, либо занятиях йогой, но потом при чтении христианских молитв стало неким явным неким обрядом экзорцизма над самим собой. После многих таких сеансов и прожарки меня, жара из ниоткуда, открытого рта и выгибания тела полностью уверовал в христианство, стал активно все изучать, поверил в конец света и прочие писания. Также меня накачивали специальной химией, от которой бурлил живот так, что это было похоже на действительно неземной звук неких исчадий яда. Что самое интересное, качать это дрянью продолжают до сих пор в надежде снова меня обмануть. Когда я еще толком не знал о технологиях, они всеми силами хотели доказать мне, что начинается конец света, имитируя для этого всяческие сценки и устраивая театральное шоу, где в своих сценках показывали, что вокруг полно бесноватых людей надвигается закат человечества. Например, дети начинали кричать, будто бы в них вселились демоны, либо же люди начинали биться в конвульсиях как при их изгнании. Старые бабушки говорили о том, что всем нам гореть вскоре. Самое интересное началось потом, когда мне стали внушать, что у меня имеется некая власть их изгонять, с последующим за этим шоу, происходящими невольно обрядами экзорцизма в моем присутствии. Потом, когда я вернулся домой на старую квартиру, то чувствовал себя намного лучше вне дома, тогда еще не зная об облучении и включении чипов. Однако уже тогда явно замечал, что в ухудшении самочувствия виноваты все электрические приборы. Думал, что у меня просто возникли экстрасенсорные способности, что, мол, электромагнитное поле само по себе настолько опасно. Стал бояться мобильных телефонов, потому как через них мне и активировали эти чипы. На самом деле облучающие приборы у преступников, сходные с телефоном для конспирации, а также трансляция радиосигналов через обычный телефон и прочий фоновый шум, а также твари включали направленный ультразвук, от которого становилось плохо. Сосед сверху неспроста сидит все время дома, теперь уже с компанией и работает сменно. Он бегает за мной и таскает за собой ультразвуковую установку, а также постоянно закачивает газ. Его родители, думаю, в курсе насчет всего и скорее всего уже получили новую квартиру, в которой и проживают. На самом деле многие соседи в этом замешаны. Кто из них продал свою душу за бумажки, а кто просто был обманут спецслужбами, которые посветили своими корками и продемонстрировали липовые обвинения и причастность к спискам террористов. Обычно жертв оболгивают и заставляют всех соседей молчать, либо же следить за ними, распылять перед ними психотропные вещества. Ну а самых отмороженных и подкупных вербуют для сидения дома и постоянного облучения жертв, а так звуковым оружием в разные части тела.